Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня расклад Таро для мужчин. Какие перемены ждут вас в личной жизни? Настраивайтесь на расклад. Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Итак, смотрим, что сейчас происходит в вашей жизни. Боже, а чего же вам так плохо и одиноко? Ничего себе, вот эта карта. Вот это зима в душе и гололед. Вам настолько сейчас, вот даже хреновезно, я бы сказала. Вы настолько чувствуете себя одиноким. Хотя вы знаете, вот вы довольно такой вот умудренный опытом. У вас много чего за плечами. Вы много повидали на своем веку. Вы уже можете вот людей просто, щелкать. Вы их на раз-два различаете. Корыстных, некорыстных, кто какой. То есть вот какая-то у вас такая, знаете, еще есть проблема. Вы слишком много вот почему-то, то ли вы зажаты, то ли комплекс какой-то у вас есть, серьезный комплекс, да, это могло быть связано с вашей прошлой женщиной. Может быть, она сказала вам какую-то гадость, и это вогнало вас в комплекс, да, вот отложилось. Она могла это специально сказать, чтобы унизить, оскорбить. Это могло быть и про внешность, и про постели, все что угодно. И теперь вот почему-то вы полны каких-то страхов, сомнений, недоверий. Вот, скорее всего, да, это идет от вашей женщины. Что-то такое она вам, похоже, наговорила, что теперь вы или же в себе сомневаетесь, да. Плюс у вас полно сомнений, что вы найдете другую женщину. Вы очень сомневаетесь, потому что вы им не доверяете. Ваши чувства, эмоции сейчас настолько вот заморожены. В душе у вас просто гололед. Зима, метель и гололед. У вас, знаете, вот ваша душа настолько изранена по жизни, вас вообще почему-то очень часто в жизни обманывали и предавали. Это касается не только вашей прошлой женщины, но не раз у вас случались, может быть, даже по работе у кого-то, у кого-то в отношениях. Ну, очень часто вам как-то вот по жизни делали больно. Вот как злой рок какой-то, да, может быть, у кого-то появлялись мысли, боже, ну как будто вот порча какая-то, да, вот как будто навели что-то, вот какие-то неприятные моменты, может быть, были. Но бывали такие у вас состояния, и не раз бывали, когда вот просто выть хотелось, да, вот от бессилия, от какого-то. Давайте посмотрим, что же будет дальше в вашей личной жизни. Потому что, сейчас я личной жизни у вас не вижу как таковой. Вот серьезных, стабильных отношений на данный момент я не вижу. У вас появляется чуть позже другая женщина. Какой-то период должен пройти. Потому что сейчас вы... Кто-то специально, да, осознанно не хочет особо в отношения входить в серьезные, да. Вот эти вот страхи, комплексы вам еще могут очень сильно мешать и не давать покоя. Вот ваш внутренний дракон, да, вот. Почему-то вот он не дает вам покоя, вот бередит вам душу. У вас появится женщина, женщина самодостаточная. Такая она может быть даже спокойная по темпераменту, да, она не будет огненная. Женщина, которая, знаете, вот с ней очень жизнь становится вот рядом с ней стабильной, такой уравновешенной. С ней не будут кипеть, бурлить страсти. Она не будет мчаться куда-то. Она может быть также земного знака зодиака. Может быть светловолосая такая, среднего роста, такого среднего телосложения. Но женщина очень такая, знаете, добрячка, что ли. Вот очень приятная, да, вот она даже внешне будет очень приятная. Она также пережила разрушение. Вот у нее была либо же семья разрушена, либо отношения. Она тоже. Да, вот видите,
Она какой-то период тоже была одна. Вот знаете, она тоже вот как бы с мужчинами, она побаивалась какой-то момент заводить отношения, хотя она очень такая вот, вот такие женщины, они очень надежные и верные, вот такого типа, да. Даже вот в раскладах, я смотрю, довольно редко выпадает. Обычно такие у нас активные, огненные, да, темпераментные, вот если вы заметили, да, кто часто смотрит расклады. Эта женщина, она более спокойная такая вот, она более домашняя, она добрая. Ну, то есть с ней будет так, знаете, легко, просто и спокойно. Спокойно именно на душе. Так. Знакомство причем будет какое-то очень такое неожиданное. Но, как я уже говорила, нужно некоторый момент подождать, потому что вот сейчас вы закрываете свою вот душу и сердце, вы просто вот закрыли от отношений. Еще раз говорю, кто-то страхи, да, у кого-то страхи, да, кто-то боится чего-то, да, боится, что боль причинят, боится, что не получится, боится, что, может быть, используют вас. Ну, то есть у каждого это будут свои страхи. Но, тем не менее, все равно эта женщина появится в вашей жизни. Так. Да, у нас выпал туз кубков. Вы поначалу, да, будете очень и очень осторожно к ней присматриваться. Причем вы будете, знаете, такое ощущение, что вы поначалу не будете показывать ей свое истинное лицо. Вот вы поначалу, ну это в принципе и правильно, да? Вы будете присматриваться. Вот вы не будете сразу там галопом, да, вот я ее всю там подарками завалю, либо же буду там миллионы на нее тратить, грубо говоря, да. Вы будете шаг за шагом присматриваться, очень осторожно входить в эти отношения. Будет такое некое сомнение, вот эти вот страхи, опасения ваши, вот, ну, не дают они вам по жизни покоя. Ну, скорее всего, потому что вы уже обжигались, у вас были предательства, обманы, вот. Постепенно, очень постепенно вы будете входить. Да, в принципе, она вас торопить и не будет, эта женщина. Она земного знака, да, она у нас пентаклевая королева выпала. А это такие люди, которые, они, в общем-то, никуда и не спешат. Так. Очень справедливая женщина. Может проигрываться у кого-то в госструктурах работать. Очень начитанная. Женщина, имеющая какие-то свои хобби. Очень сильная духом. Вот с этой женщиной, знаете, вот она... У кого даже вот из вас взрывной характер может быть вспыльчивый, она немножко вас так приосадит. Вот вы с ней станете более спокойным, уравновешенным. Вот как-то ее вот это вот спокойствие, оно даже вот на вас как-то перейдет. Потому что, как правило, вот в паре, да, вот когда есть два партнера, наше поведение, оно напрямую связано ведь с поведением партнера. Может быть, кто-то замечал, да, вот когда вы, будучи в отношениях, либо же в семье, вот один партнер меняет манеру своего поведения, да, автоматически другой партнер вот подстраивается, да, под него. Вот, допустим, вы становитесь более холоднее, да, к женщине, к примеру, я говорю. Женщина тоже. У кого-то, может быть, либо холоднее становится. У кого-то женщина, наоборот, начинает бегать, да, что случилось, начинает как-то подлизываться, может, я что-то не так сделала, начинает угождать, да. То есть я к чему говорю, что в любых отношениях партнеры очень сильно влияют друг на друга. Поэтому вот как говорят, да, психологи, опять же, маленький психологический совет,
Если вам что-то не нравится в партнере, попробуйте поменять свою тактику, попробуйте поменять какую-то манеру поведения, да. Может быть, станьте более ласковым, может быть, больше помогайте, больше хвалите, и, ну, то есть все что угодно может быть, да, смотря какая у вас ситуация. И вы наблюдаете, как поменяется ваш партнер. Понятно, что это не по щелчку будет, да, не мгновенно, не по волшебной палочке. Но, как правило, партнер меняется, тем более, если человек будет в вас заинтересован. Поэтому вот, знаете, женщина, вот, которая вас ждет, вот с ней вы будете и спокойным, и вы будете готовы, что самое интересное, вот как-то меняться, подстраиваться. Вот какая-то вот гармония, что ли, будет в отношениях. Знаете, вот как бывает, один еще не успел сказать, да, или не успел подумать, другой сказал уже. Вот как-то вот на одной волне, очень, ну, классные такие вот отношения, теплые, надежные. Поэтому, в общем-то, перемены в вашей личной жизни, я считаю, будут очень неплохие. Хотя сейчас у вас ужаснейший этап, вам может быть, да, казаться не до отношений, какие отношения, да, да чтобы я, да никогда, да. Ну, то есть это говорит в вас боли и обида. Очень часто в этом виновато предательство. 99%, когда люди говорят, что да мне никто не нужен, я больше никого любить не буду и так далее, это с большей вероятностью, что это человека предали, ранили, сделали больно, и теперь человек просто закрывается от чувств, от эмоций, от новых знакомств. Просто человеку страшно. Мы уже закрываемся от той боли, которая была нанесена нам, да, мы просто боимся, чтобы снова сделали больно. Но в вашем случае все будет хорошо, поэтому не нужно бояться, не нужно закрываться. И у вас на пороге стоит хорошая женщина, с которой вы расслабитесь. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!